Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро. С кем вам суждено быть вместе? Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, какая сейчас у вас ситуация. Так. Вот ситуация, знаете, когда жизнь как-то вот переполнена какими-то страхами. Вот страхи о будущем, да, страхи о новом жизненном этапе, как жить дальше, что делать дальше, да. Хочется любви, но страшно, да. Хочется, может быть, больше денег заработать, но как-то вот как заработать, где заработать. Ну, как-то вот много в вашей жизни нерешительности, что ли, да. Вы плюс еще не можете забыть свою женщину, вот, которая причинила вам боль, да, и поэтому вам может быть даже страшно начинать новые отношения. Очень много комплексов, страхов, да, причем эти комплексы могла вас вогнать именно ваша прошлая бывшая женщина. Вы знаете, вы даже, может быть, подсознательно, а может быть и сознательно, но вы ждете весточку от женщины, да, вот в душе, вот вам все равно хочется услышать ее голос, да, посмотреть ей в глаза. Вот вы можете даже мне не говорить, что этого нет. Ну, это видно, это очень четко видно, да. Вот знаете, когда человека любишь, ну так быстро это не забывается. Ну что бы вы мне ни говорили, даже спустя годы, может быть, да, вот бывает там 5-10 лет не видишь, допустим, бывшего партнера, а потом встречаешь даже вот неожиданно. И вот как будто что-то ёкает, да, вот как-то какое-то такое ощущение, да, какой-то ностальгии, наверное, да, вот обманутых надежд, как-то грустно становится, да, ты видишь родные, когда-то любимые глаза, да, ты видишь это лицо, может быть, даже эту улыбку, да, если вам улыбнулись. Ну, то есть есть такая вот нотка ностальгии у вас, наверное, еще. Так, что еще? Вы довольно сильный такой по жизни мужчина. Так, вам, знаете, вам ужасно хочется любви. Вот ужасно хочется любви вам. Вы такой, знаете, вы по жизни очень активный, вы, может быть, даже весельчак, балагур такой, вы душа компании, вот если вы попадаете в компанию, вы очень такой вот, ну, всесторонне развитый, вы много чего знаете, много чего умеете. Вы такой вот человек, с которым довольно интересно поговорить, вы многому можете научить, о чем-то рассказать, да. Вот, ну, далеко не со всеми ведь людьми бывает интересно, но с вами вот именно вы, может быть, вы и замечали, что вы увлекаете, вот знаете, ваше окружение собеседников, вот именно своими какими-то рассказами, может быть, шутками, там, анекдотами. Ну, как-то вы настолько умеете с людьми коммуницировать, поддерживать вот этот вот огонек веселья, разговора. Вот с вами не соскучишься, одним словом, да? Вы умеете зарабатывать деньги, вы довольно неплохо зарабатываете, но в то же время вы такой, знаете, вот, ну, вы не будете сюсюкать, скорее всего, вот даже, может быть, с женщинами. Вы будете показывать свою любовь скорее поступками, да, вот красивыми какими-то жестами, помощью, заботой, да, вот. Потому что, ну, не все люди сюсюкают, да. Есть люди, которые не могут даже в любви признаться, вот просто не могут признаться на словах любви, но это проще застрелиться, чем признаться в любви, наверное, да. Вот. Это не говорит совершенно о том, что у вас нет чувств. Вот, ну, вот вы такой, да, это может быть какие-то вот страхи, комплексы из детства, да, это нужно очень глубоко копать, чтобы разобраться, вот почему конкретный человек не может признаться в любви. Зато другие на раз-два, да, ну, толку, что на словах признаешься в любви, да, как говорят, на словах он Лев Толстой, а на деле хрен простой, да. Вот. Ну, вместо хрена, конечно, там другое слово. Вот. Вы такой вот человек, ну, больше, наверное, сдержанный в своих эмоциях.
Так, что же у вас будет дальше в личной жизни, да? Вот знаете, вы в личной жизни, вот, наверное, сейчас вот какой-то период, что вы, может быть, отчаялись уже. Вот вам и хочется, но как-то вот такое ощущение, что ваша жизнь зашла в тупик, да, вот мысленно, может быть, вы себя загнали в тупик, что вы, ну, как бы на паузу поставили свою личную жизнь. Вот я не вижу особо сейчас даже женщин вокруг вас. Вот знаете, вот почему-то такое ощущение, что вы вот, ну, дом, работа. Но иногда, да, какие-то, может быть, дни рождения, может, посиделки с друзьями, да. А в принципе, вот то, что касается личной жизни, ну, как-то, ну, ничего вы особо не делаете. Да, можно флиртовать, можно как-то с женщинами там поддерживать разговоры, общение, там, шутить на работе, либо в компании. Но, как правило, вы особо не развиваете отношений. Так. Что будет дальше? Так. Да, вот как-то вы, знаете, вот вы чересчур сильно, наверное, ушли в работу. Вот знаете, работа это ваше спасение, наверное, на каком-то этапе. Может быть, от той боли спасение, да, вот чтобы грустные мысли не лезли, да, в голову лишний раз. Вот как-то вы немного отвлекаетесь, может быть, даже дополнительную работу берете, чтобы просто, ну, не приходить в пустую квартиру, да, либо же дом. Вот как-то, чтобы не грустить, да, потому что когда один в доме, ну, это не всем бывает комфортно. Да, вот у вас сейчас почему-то вот зарабатывание денег идет постоянно, одни пентакли. Вот как-то вот вы вроде бы, да, как я говорила, и весельчак балагур может быть по натуре, но все равно в душе у вас кошки скребут. У вас, может быть, даже бывают ситуации, когда, вот вы знаете, вот, ну как смех сквозь слезы, что ли. Вот когда вы улыбаетесь, а на душе кошки скребут. Вот такой какой-то, ну, не очень-то простой период у вас сейчас. Так, будет ли у вас другая женщина в ближайшее время? Так, и вот она, раскрасавица, появляется. У вас появится новая женщина. Причем это будет сначала, знаете, вот это не будет любовь с первого взгляда. Это будет сначала какая-то легкая влюбленность, легкое общение, да, вот. Может быть, даже сначала это будет дружеское какое-то общение. Но вы будете присматриваться, да, вы спешить не будете, потому что вам очень сделали больно, да, вы вот так осторожно будете шаг за шагом, да, изучать человека, присматриваться так, потому что, ну, обычно люди, которым причинили боль, они не спешат в отношения кидаться, тем более, если вы расстались, допустим, с любимой женщиной, которую вы по-настоящему любили, то новые отношения очень и очень непросто даются. Так, что это будет за женщина? Давайте-ка посмотрим. Так, женщина одинокая. Это незамужняя женщина. Она тоже либо же разошлась с мужем, либо просто в отношениях разошлась. Женщина обеспеченная, возможно, даже у нее своя квартира есть, да, то есть она не бедная, она не охотница за финансами, за подарками. Она очень чувствовала себя одиноко какой-то период, да, вот ей было плохо. Ей, знаете, у нее тоже в жизни было предательство, поэтому она очень тяжело какой-то период, вот она переносила. Хотя вот на самом деле она очень такая дама, знаете, вот достойная. Она вот такая, знаете, на таких женщин обращают внимание на улицах. Вот она идет по улице, вот ну, королева идет просто. Есть серые мышки, да, которая прошла, и вы на нее не обратили даже внимания. Эта женщина относится к ярким, да, вот она красивая, она ухоженная, она, ну, знающая себе цену женщина, то есть, ну, она совсем не охотница за деньгами, потому что, как я говорила, у нее деньги, в общем-то, есть, ей и своих хватает, она самодостаточная женщина. Она просто точно так же, вот, она претерпела в своей жизни страдания, но она хочет любви. Вот она хочет. Кардинальные перемены у вас идут с этой женщиной. Так.
Женщина довольно страстная. Вот у вас в отношениях с ней будет много страстей. Много, знаете, вот такого какого-то вот состояния, как бывает, наверное, в 20 лет. Вот розовые очки, да, вот когда люди влюбляются, когда летают на крыльях, да. Вот сейчас вам это кажется вот какой-то несбывшейся мечтой, да, вот такого не бывает, это все сказки и так далее, но поверьте, это бывает. Люди и в 70 лет влюбляются. Любви все возрасты покорны. Ведь на самом деле стареет-то только оболочка, а в душе, в общем-то, мы все остаемся теми же детьми, наверное. Мы как большие дети, вот если так положа руку на сердце, да, нам иногда хочется дурачиться, да, мы особенно, вот если партнер у вас есть, да, либо партнерша, это касается и мужчин, и женщин, я в общем говорю, да. Если есть партнер, которому вы доверяете, которого вы любите, с которым вот настоящие такие классные отношения, да, но хочется иногда себя вот как дети вести, шутить, дурачиться, да, потому что, ну, все мы, абсолютно все мы взрослые дети, да. Да, есть какие-то брюзги иногда, там, ну, это единицы, да. А так, в основном, вот это если хорошие, настоящие отношения, то хочется просто, ну, дурачиться, зажигать, да, вот какая-то доля ребячества есть в отношениях, да. Так, ну, отношения довольно страстные такие, женщина страстная. Так, вот знаете, да, любовь у вас однозначно с ней падает. Вот вы с этой женщиной вот как-то воспрянете духом. Вот она вернет вас к жизни, что ли. Вот знаете, вы поверите снова в то, что есть любовь, есть счастье. Вот какое-то, знаете, такое состояние, когда ну, не хочется даже никого пускать в мир двоих. Вот как-то вы так зациклитесь на этой женщине, что ваши, может быть, друзья, там еще кто-то, там родственники отойдут немного на задний план. Вот вы настолько будете бояться, чтобы вот не спугнуть вот это счастье, да? Такое вот состояние какой-то эйфории, да, вот блаженства, такой абсолютной гармонии, да, вот сейчас это может быть, это и выглядит вам сказкой, да, но когда встречаешь партнера такого, то поверьте, это все есть и это реально. Просто если вам до сих пор не встретилась такая женщина, это не значит, что такого нет. Вот такой был расклад. В общем-то, довольно неплохой, я считаю, да, неплохое будущее, хорошая женщина, да, проблемы ваши решатся. Поэтому не расстраивайтесь. И помните, что всегда за черной полосой идет белая полоса, да? А вообще черные полосы, давайте-ка их белить. И ну их эти черные полосы, да, мы ведь сами хозяева своей жизни. Настраиваемся все на белую полосу. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!